Привет, друзья! Сегодня я буду тестировать интересную и, я надеюсь, крутую точечную сварку, которую мне прислали несколько месяцев назад, но я никак не могу снять про нее нормальное видео, потому что я для ее тестов заказал специально никелевую ленту толщиной 0,3 мм, чтобы проверить, насколько мощная эта точечная сварка. Но посылки никак не придут. Очередная волна пандемии, потом январские события в Казахстане, как многие из вас знают. Попробовали фуры через Киргизию отправить, но они вернулись обратно в Гуанчжоу. Я так думаю, что еще не скоро придет никелевая лента, а протестировать точную сварку обязательно нужно, потому что если она крутая, ее нужно уже использовать. Я придумал для нее немного другой тест, но об этом я расскажу попозже. А для начала хочу протестировать ее обычными стандартными методами. Буду приваривать никелевые ленты к обычным элементам 18650. У меня есть негодные как раз для этих целей. Ну а когда придет никелевая лента 0,3 мм, если вам интересно, как она варит 0,3 мм, то пишите в комментариях, я сниму отдельное видео об этом. Как я уже говорил в предыдущем видео, где я ее распаковывал, мне ее прислали абсолютно бесплатно. Здесь максимальная комплектация со всем, что может быть и не может быть. Кто-то может подумать, что это купленный тест, но кто хочет, пусть так и думает. У меня же купленных тестов никогда не было и, надеюсь, не будет. У кого-то, может быть, тесты и куплены, но у меня нету ни одного купленного теста. Большинство всего я покупаю за свои деньги. И вот иногда появляются случайно. Сами выходят на меня и присылают на тест точную сварку. Причем стоит она приличных денег, более $200, насколько я помню. Я так полагаю, что те, кто говорит, что тесты купленные, это просто люди, которые завидуют и ничего более. Если бы все тесты были бы купленные, то я бы уже давным-давно мог и канал продать. Слово говоря, мне не раз уже предлагали продать канал. Большинство, конечно, предлагали за копеечные деньги, десятки тысяч рублей. Почему-то в рублях все предлагают. Никто в тенге еще ни разу не предлагал. И несколько раз были предложения в долларах, во многих тысячах долларов. Но для меня канал очень дорог, я вложил в него очень много сил. Как минимум 5-6 часов каждый день. Кто бы мог просто так потратить 5-6 часов в день на съемку, на монтаж и так далее. Кто-то скажет монетизация, но на самом деле это сущие копейки. Несколько месяцев назад выплаты были около $30. Сейчас за счет санкций и меньшего количества просмотров в месяц может и $10 не набраться. Но мне кажется, адекватные люди, которых на канале большинство, я надеюсь, конечно же, все это понимают, что в первую очередь главное для меня это идея. И эта мотивация двигает мной уже многие годы. А также двигает мной ваша поддержка, ваши комментарии. Я очень рад, что адекватных комментариев гораздо больше. И я очень рад, что на моем канале большинство людей это думающие, адекватные люди. Итак, что здесь идет в этой богатой комплектации? Наклейки. Кусочек никелевой ленты здесь даже есть. Что-то я в прошлый раз уже и не помню, когда я тогда распаковывал, что здесь из мелочевки было. Ну вот эта вот штука, это вообще одна из самых лучших вещей. Держатель. Офигенная штука. У меня тоже такой же, похожий. Запасные здесь электроды есть. Педаль. Хотел сказать педаль газа. Клеммы для аккумулятора. И сама точечная сварка. Довольно увесистая. Сейчас-то можно разобрать и посмотреть. Вы ведь хотите этого? Мне самому интересно, что же у нее внутри. Итак, момент истины. Я только лишь открутил 4 болта под шестигранник. Итак, вот они внутренности. Схема управления, экран, офигеть, тут шина. Капец. Далее какая толщина шины. Это просто жесть. Какие здесь токи могут идти. Транзисторы, кстати, обычные. Это хорошо. Их перепаивать гораздо проще, в случае чего. Но транзисторов здесь, конечно, немного. Сейчас попробую снять плату. И посмотрим, что здесь за транзисторы стоят. Внутри установлены транзисторы ERFB 7430. По даташиту максимально они выдерживают 40 вольт. Также написано, корпус выдерживает 195 ампер, что очень сомнительно через эти ножки. Кристалл выдерживает 409 ампер. Напишите в комментариях, вы тоже сомневаетесь, что этот корпус выдержит 195 ампер? Ну, разве что если только его охлаждать. Да, работы по фрезеровке здесь было предостаточно.
Для того, чтобы протестировать, нужно подключить точечную сварку. В инструкции написано, что рекомендуемые батареи это автомобильная 12-вольтовая с пусковыми токами от 400 до 800 ампер. Либо литиевая батарея 3S емкостью в 5000 мАч с минимальным током отдачи 60C. У меня сейчас как раз есть подходящий аккумулятор для тестов. Друг оставил на диагностику, на зарядку. Серега, тебе привет. Его-то я и буду сейчас использовать. Для подключения к аккумулятору использовал клеммы, которые шли в комплекте, предохранитель и провод с разъемом на конце. Итак, первое включение. Прикол. Итак, второе включение. По умолчанию стоит 5 миллисекунд. На главном экране отображается длительность импульса 5 миллисекунд, заряд батареи в правом верхнем углу, количество импульсов, сейчас 0, и здесь режим автоматический. Этот режим удобно использовать вот с этими щупами, особенно там, где подлезть очень сложно к свариваемому месту. И в этом случае автоматический режим очень актуален. При его активации в меню, после того, как мы щупами касаемся свариваемой детали, отрабатывает задержка, которую мы также устанавливаем в меню, и сварочный аппарат дает импульс. Сейчас я пробегусь по меню и как раз покажу, где устанавливается автоматический импульс. Вот он как раз первый пункт меню, автопульс, активировать, и стоит включено. Поворачивая селектор, можно его включать и выключать. Также в втором пункте меню есть задержка. По умолчанию стоит 2 секунды. Второй пункт меню – это установка нижнего порога напряжения на аккумуляторе, чтобы не разрядить его ниже положенного. Третий пункт меню – это разогревочный первый импульс. Здесь он устанавливается в процентном отношении от основного импульса. Все это, конечно же, расписано в инструкции, но я считаю, что раз я в этом разобрался, то лучше все это озвучить в видео, тем более не все понимают английский язык. Я надеюсь, в будущем они переведут инструкцию и на русский язык тоже. У этой точечной сварки также есть и системное меню, сейчас я по нему тоже пробегусь. В системное меню можно зайти, нажав на селектор и подав питание. Отпускаем. Все. Я зашел в системное меню. Первый пункт – настройки. Первый пункт в настройках – это максимальная длительность импульса. Стоит 100 миллисекунд. То есть в основном меню при этой настройке невозможно будет выставить более 100 миллисекунд. Здесь можно выставлять до 500 миллисекунд максимально. 500 миллисекунд. Второй пункт в меню настроек – это калибровка батареи. Для того, чтобы откалибровать батарею, нужно измерить мультиметром напряжение на ней и установить это значение в настройке. Третий пункт – это выход. Второй пункт в основном меню – это дисплей. Можно на 180 градусов разворачивать меню. Это удобно, если точная сварка стоит вверх тормашками. Третий пункт основного меню – это все, что связано со сбросом и перезагрузкой. Первый пункт – это перезагрузка точечной сварки. Не знаю, зачем это может понадобиться. Пишите в комментариях ваши предположения. Второй пункт – это безопасный сброс. Сбрасываются все настройки, кроме счетчика сварных точек, калибровки батареи и ориентации дисплея. Третий пункт – это полный сброс. Все значения сбрасываются на заводские. Также есть системные сообщения, стендбай, спящий режим. В него переходит точная сварка после 5 минут ожидания, если ничего не делать. Также есть измерительный режим, но о нем я расскажу попозже. И еще два системных сообщения. Первое. Сообщение о низком заряде напряжения включается, когда напряжение батареи достигает 9,6 вольта. И сообщение о высоком заряде батареи. Включается при 14,8 вольта и выше. Ну, очень не терпится проверить эту точную сварку в бою. Начну с вот этих электродов, а затем буду подключать вот этот держатель электродов. Благо все на разъемах, очень быстро подключается. Большое удобство в этом плане. Естественно, на разъемах будет падение напряжения, это тоже нужно учитывать.
но без этого никак. Для начала попробую сделать тест на никелевых лентах. Это никелевая лента стальная, покрытая никелем. Пружинит. А это чистый никель. Он довольно пластичный, гнется. Довольно легко отличить чистый никель от стали, покрытой никелем. Попробую сейчас приварить две ленты друг с другом, не разрезая. Пять миллисекунд маловато. 10 миллисекунд. Да, уже неплохо приваривает. Немного даже с мясом. Но все же недостаточно. Сейчас добавлю еще 15 миллисекунд. Тоже недостаточно. 20 миллисекунд. Здесь уже вырывает с мясом. Вот здесь видно отверстие. Сейчас попробую разрезать ленту. Начну с 5 миллисекунд. Разрезанная лента стальная, покрытая никелем, на 5 миллисекундах. Не совсем уверенно, конечно, варит. Добавлю до 10. Как красиво искры летят. Ну, тут уже прям хрен оторвешь. Но явно разрезанная лента лучше варится. Гораздо лучше варится. Вот нижняя часть уже с мясом вырывает на 10 миллисекундах. С разрезанной лентой результат достигается при более коротком импульсе. Попробую еще увеличить импульс. Хочу добиться, чтобы в обоих точках вырывало с мясом. Ух, как летят искры. Красиво. Но одна по-прежнему легко отрывается, а вторая прям жестко. Вообще жестко. Вот видно, вот это место здесь прям совсем жестко. Еще увеличу до 20 миллисекунд. Ох, прям хорошо. Тоже почему-то по-прежнему только одно отверстие. Интересно. Увеличу длительность до 30 миллисекунд. Ни хрена себе. Это уже прям жестко. Объектив бы не испортить только. При 30 миллисекундах здесь два отверстия уже. Прям очень уверен. С остальной лентой, в принципе, все понятно. С ней довольно легко справляется и точечная сварка на трансформаторе от микроволновой печи. А вот с чистой никелевой лентой есть проблемки. Даже разрезанная она приваривается не очень хорошо. Сейчас проведу эксперимент с чистой никелевой лентой. Выставил 5 миллисекунд. Довольно легко отваливается. В принципе, я не удивлен. Ставлю 10 миллисекунд. Так, уже получше, но все равно недостаточно. 20 миллисекунд. Маловато. Тоже недостаточно. 30 миллисекунд. Тоже слабо, довольно легко отваливается. Поставлю 50 миллисекунд. По этой точечной сварке тоже наблюдается, что чистый никель варится хуже.
Что-то вообще не приварилось. Очень странно. Видимо, я коснулся самими щупами друг друга, да. Вот сейчас прям пришкварило хорошо. 70 миллисекунд. Да, результат не очень меня радует, конечно. Результат не очень меня радует. Здесь уже при 70 миллисекундах видно, что медь остается на никелевой ленте. Сейчас попробую разрезать никелевую ленту. Снова выставил 5 миллисекунд. Да, значительно сильнее. Сразу же чувствуется прям не то, что вдвое. Мне кажется, при разрезании в разы лучше приваривает. Выставил 10 миллисекунд. Ну, уже что-то. Но все равно недостаточно. 20 миллисекунд. Тоже недостаточно. Выставлю 40 миллисекунд. Результат все равно меня не устраивает. Что ж такое? Выставлю 70 миллисекунд. 70 миллисекунд. Но все равно что-то не то. Очень интересно. Очень странно, что при 70 миллисекундах две никелевые ленты, верхняя из них разрезанная, не привариваются. У меня такое ощущение, что древесина выгорает в момент приваривания и не осуществляется нужный прижим, потому что происходит продавливание. При этом давление двух металлов друг на друга ослабевает и не происходит диффузия. Я хочу сделать еще один тест, но на металлической пластине. Начну опять с 5 миллисекунд. Вообще не приварило. Интересно. Вот уже совсем другое дело. На твердой поверхности нормально работает. Именно по этой причине, когда привариваешь к стаканам элементам, это лучше работает, потому что стакан более твердый. Даже сами пластины более мягкие, они прогибаются, а стаканы более твердые. 20 миллисекунд. Совершенно другое дело, абсолютно. Но вы сами это видите, что результат совершенно другой. По-разному себя ведет металл. Я думаю, что сейчас чистый никель хуже варился, именно потому, что он более пластичный. Происходит прогибание пластин, и они хуже давят друг на друга, меньше диффузия. 40 миллисекунд. Вот уже даже приваривает к болванке. При этом нагрева такого не происходит. Как трансформаторная точечная сварка. Трансформаторная точечная сварка сильнее прогревает. Более высокое напряжение здесь, и можно сделать более короткий импульс. Поэтому она более ювелирно, мне кажется, все это делает. Такое у нее поведение. При 70 миллисекундах уже хорошо приваривает. Но сама никелевая лента при этом не рвется. Выставлю 100 миллисекунд. Уже электрод начинает плавиться. Я думаю, что это не очень хороший режим для точечной сварки. Ну, сейчас уже с мясом. Отверстие здесь есть.
Как и ожидалось, результат с чистой никелевой лентой хуже, чем с остальной покрытой никелем. Также себя ведет и точная сварка на основе трансформатора от микроволновой печи. Кстати, также ведет себя точная сварка на основе суперконденсаторов. Эти видео есть на канале. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылочки я размещу в описании и закрепленном комментарии. Но как ни крути, эта точечная сварка ведет себя гораздо более уверенно. Я, конечно, не ожидал такого. Такой маленький девайс, а ведет себя так. С другой стороны, это силовая часть, это аккумулятор, а он 12-вольтовый. Но сама точная сварка должна выдерживать такие импульсы. Тут бесспорно заслуга точечной сварки, качество сборки, что она может справляться с такими токами. Сейчас я еще хочу сравнить держатель электродов. Подключаю датчик, вот этот вот микрик. И здесь нужно отключить режим автопульс. Теперь сварочный импульс будет происходить при замыкании вот этого микровыключателя. Отрезал новые образцы чистого никеля и стальной ленты, покрытой никелем. Совсем забыл сказать, что их толщина 0,2 мм. Начну со стальной ленты, покрытой никелем. Такое ощущение, что с помощью держателя электродов приваривает увереннее. Но неудивительно, здесь электроды обжимаются в очень мощных таких медных шинах, ну а здесь просто в цангах. Выставил 10 миллисекунд. Пробую. Искры летят знатно. Ух ты ж. Прям хорошо прихватывает уже при 10 миллисекундах. При 10 миллисекундах и держатели электродов стальную ленту, покрытую никелем, прям приваривает хорошо. Остается при отрыве отверстия. Прям мне очень нравится, как с этим держателем электродов точная сварка работает. И при этом заметьте, что никелевая лента не разрезана. И кто мне будет говорить, что тест купленный? Ну, все видите своими глазами. Я искал более качественную точную сварку, лучше, чем трансформаторная, и получается, я ее, скорее всего, нашел. Да, вообще. Два отверстия. При 20 миллисекундах вообще получается жестко. Дальше уже увеличивать длительность импульса не вижу смысла. И даже разрезать не вижу смысла, если она так замечательно варит. Прям удивительно. Буду сейчас проводить эксперименты с чистым никелем. Чистый никель, пластичный. Чтобы никто не говорил, что тест куплен. Ну, пробую. Забыл. 10 миллисекунд сначала выставлю. Пробую. Искры не летят. Но, как по мне, приваривает лучше, чем с теми держателями электродов. 20 миллисекунд. Да, с чистым никелем не все так просто. 40 миллисекунд. Уверенного приваривания не происходит, к сожалению. Еще увеличу длительность импульса до 60. Вот здесь уже что-то ощутимое. Но все равно отрывает не с мясом. 80 миллисекунд. Уже начинает расходоваться электрод, остается на никелевой ленте. Я считаю, что этот режим уже ненормальный. Дальше увеличивать длительность импульса не вижу смысла, раз электроды уже начинают плавиться. Попробую разрезать никелевую ленту. Когда я работаю с трансформаторной точечной сваркой, я всегда разрезаю никелевую ленту. Потому что если разрезаешь, более предсказуемый результат. Я ранее говорил, почему это происходит. Когда мы ленту не разрезаем, то ток замыкается по верхней пластине. От одного электрода проходит к другому электроду по верхней пластине.
Если же мы разрезаем верхнюю пластину, то ток проходит через места контактов одного электрода по нижней пластине и возвращается через пятно контакта к второму электроду. Начну с 10 миллисекунд. Что-то как-то не уверенно. Хотя прихватило ничего так нормально, но без мяса. Выставлю 20 миллисекунд. Что-то прям совсем не радужно. 40 миллисекунд. Что-то не нравится мне. На всякий случай померю напряжение на аккумуляторе. 12-26. Напряжение нормальное. Ну, в принципе, об этом говорит и индикатор заряда. Что у меня было подозрение, что, может быть, напряжение просело. И хуже стало варить. Но нет. Напряжение в норме. 60 миллисекунд. Уже слегка заметно, что остается медь на пластине. Это не очень хорошо. Но вот сейчас прям уже приварило более-менее нормально. Вот здесь слегка заметно, что есть небольшой кусок вырванного никеля. Для следующего теста я буду использовать литиевые элементы форм-фактора 18650. Есть у меня негодные. Вот эти два не помню уже откуда сняты, но более-менее нормальные они. Хорошие стаканы у них. Вот это вот перепаковка LG, не оригинал. Это элемент Sanyo, это Panasonic. А это оригинальный элемент Samsung 30Q на 3000 мАч. Тоже очень интересно, как поведет себя точная сварка с ним. Отработал верой и правдой. Как раз из таких элементов была собрана моя батарея. Это из той партии. Довольно долго этот элемент отработал в электронной сигарете. Показал себя хорошо. Для теста я использую холдер, который шел в комплекте. Для удобства сваривания я вставлю все элементы в него. Тестировать сварочный аппарат буду на отрицательном выводе, так как он более массивный и к нему сложнее привариваться. Начну с 5 миллисекунд. Стальная лента, покрытая никелем. Привариваться буду к элементу Sanyo. Довольно легко отваливается. 10 миллисекунд. Ну, уже прям хорошо прям приваривает, но без мяса отрывает. 20 миллисекунд. Сейчас уже оторвало с мясом. С одной стороны отверстие есть. Попробую 10 секунд на оригинальном элементе Samsung. К оригинальному элементу Samsung приварилось. Здесь результат сразу же с мясом даже при 10 миллисекундах. Очень хорошо. Попробую элемент Panasonic. Ну, результат похожий. Видно, что почти отверстие есть, но по факту его нету. Может, потому что я провернул. Один оторвался, и я провернул никелевую ленту. Сейчас непонятной фирмы элемент. 10 миллисекунд. Результат неплохой, но видно, что немного металла осталось на элементе. Лента немножко повреждена. Попробую привариться к перепаковке LG HG2. Не особо прям хорошо приваривается. Еще раз попробую. Что-то прям совсем. К этому элементу получше приваривается, но все же без мяса отрывает. И попробую к оригинальному Samsung 30Q. Ух ты. Да, вот здесь видно, что с мясом оторвало. Как всегда, одно отверстие с мясом. Теперь попробую на 20 миллисекундах. Ну, здесь прям приваривает вообще жестко. Видно, что здесь очень жесткое такое отверстие. Но здесь
С мясом не вырвало. Интересно. Это получается отрывает именно с мясом минус. Интересно. Попробую Panasonic. Причем нагрев происходит меньше, чем от трансформаторной сварки. Фига себе, тут отверстие в стакане получилось. Ну, это, видимо, подделка на Panasonic. Совсем тоненький стакан здесь. Сюда значительно хуже приваривает. Без мяса. Разный материал стаканов по-любому. Сюда тоже не так сильно приваривает. Тоже без мяса. Но видно, что усилие прикладывается. Вмятина остается при отрыве. Перепаковка LG. Почему-то плохо к этому стакану прям вообще приваривается. Ну и к оригинальному Samsung попробую. Видно, что отверстие осталось. Как раз кусок пластины остался на элементе. Опять же, со стороны отрицательного электрода. Хочу попробовать еще на 50 миллисекундах поварить, чтобы был более предсказуемый результат. Прям что-то не нравится мне, как к этому элементу варит. Ну, это пипец уже. Опять же, дальний минус прям приваривает жестко, а плюс почему-то нет. У кого есть какие предположения, почему так происходит, напишите в комментариях. Оригинальный Samsung. Следы побежалости уже появляются. Это, конечно, уже не дело. По-хорошему, конечно, нужно разрезать никелевую ленту и варить на 20 или 30 миллисекундах. Также отрывает минус с мясом. Поставлю 40 миллисекунд. Вот этот элемент плохо варился, насколько я помню. Попробую на 40 миллисекундных. Ну, здесь тоже с мясом. А если на 30 миллисекундах? На 30 миллисекундах тоже остается отверстие. Но почему на 20 не оставалось? Попробую еще на 20. Ну, на 20, да, не очень. И еще попробую на 20, на всякий случай. На 20 тоже, кстати говоря. Но, видимо, нестабильно варит на 20. Именно на этот элемент. Возможно, здесь другой стакан. Как вы видите, стаканы разные, к ним по-разному варятся. Даже сталь, покрытая никелем, она лучше варится обычно. Но я не разрезал. Сейчас попробую разрезанный никель на 10 миллисекундах. Плохо варилось к вот этому элементу. Попробую к нему же привариться с разрезанным никелем. Ну да, отлетело довольно легко. Разрезанный никель 20 миллисекунд. Здесь уже результат гораздо лучше. Отверстие есть. На 20 миллисекундах. К этому элементу тоже, насколько я помню, плохо приваривалось. Попробую еще раз. Ну да, с мясом не отрывает. Элемент бывалый, поверхность у него неровная. Поэтому попробую еще раз. Но с мясом не вырывает. На 20 миллисекундах. Попробую на 40 миллисекундах этот же элемент.
Но здесь уже не нравится мне. Следы побежалости появляются на 40 миллисекундах. Приваривает, судя по всему, жестко, но... Да, жестко. Оба с мясом. Не понравились мне следы побежалости. Выставил 30 миллисекунд поменьше. Попробую на 30. И там с мясом вырывает. Но такой результат меня больше устраивает. С держателем электродов, с остальной лентой разрезанной и настройкой 30 миллисекунд. Итак, чистый никель, пластичный. Сразу выставил 30 миллисекунд, разрезал, чтобы уже не мучиться. И буду проверять с вот этим вот элементом, к которому приваривалось хуже всего. Правда, он весь уже неровный. Да, вырывает с мясом. Здесь плохо видно, но здесь тоже есть отверстие. Получается, на 30 миллисекундах разрезанный никель при 30 миллисекундах хорошо варится даже к проблемным элементам. Очень хороший результат. Для его закрепления попробую приварить еще к вот этому элементу. Сюда тоже плохо приваривалось. Тоже отрывает с мясом. Вот здесь видно отверстие. Здесь отверстия нет, только вот здесь отверстие. Попробую еще. Да, довольно неплохо приваривает, но без мяса. Поставлю 40 миллисекунд. Ну да, 40 миллисекунд прям вообще хорошо. Вот здесь видно отверстие. Здесь по-прежнему отверстия нет. Если ставить больше, то уже будет перегрев. Попробую поставить 60. Да, при 60 уже получается перегрев, побежалость появляется. Кстати говоря, есть у меня же еще один такой элемент. Поставлю его, он почище. Почему именно минус? Минус с мясом. Вот здесь видно отверстие. Получается, стальная лента, покрытая никелем, варится хорошо разрезанной на 30 миллисекундах. Чистый никель разрезанный варится хорошо при 50 миллисекундах. Чтобы еще раз закрепить результат с чистым разрезанным никелем и при 50 миллисекундах приварю его оригинальному элементу Samsung 30Q. Да, вырывает с мясом. Вот здесь видно. Также и тут видно, кстати говоря, отверстие. Странно, сейчас даже на положительном с мясом. Обычно только на отрицательном. Как и обещал, хочу показать вам режим измерения. Делается это довольно просто. Нужно делать все как обычно. Привариваю и удерживаю щупы. После этого точечная сварка проводит измерение. Измеренное напряжение 4,1 вольта. Измеренный ток 479,7 ампера. И еще хочу провести эксперимент с таким вот элементом на 40 ампер-час для новой батареи моего электробайка. 4 элемента я отбраковал. Они немного с меньшей емкостью на 500 мАч. И у них вот положительные выводы алюминиевые. Я таки не смог к ним припаяться. Но хочу попробовать приварить. Моя трансформаторная точечная сварка никель к алюминию приваривать не хочет. Я хочу проверить, приварит ли эта точечная сварка. Для начала на 10 миллисекундах. Не приваривает. 50 миллисекунд. Интересно, на 50 уже что-то есть. Очень интересно. 100 миллисекунд. Тоже отваливается.
Сейчас изменю настройки. Пусть будет максимальный импульс 400. Теперь можно здесь поставить, ну, к примеру, 200. Все равно не варит. Очень интересно. Может быть, попробовать с двух сторон щупами это сделать. Сейчас попробую. Если честно, я уже несколько раз поэкспериментировал. 100 миллисекунд. Чистая никелевая лента. Попробую вот так вот. Ну, как вы видите, ничего не приваривается. Я уже здесь несколько раз пробовал это делать. Видны отверстия, видно, что алюминий в этих местах плавился. Может быть, конечно, нельзя допускать его плавления. Может, наоборот, надо меньше выставить. Сейчас попробую. Ставил и 200 тоже. Там вообще, конечно, щупы аж на вон горят. Ну, их надо подточить по-хорошему. Выставил 20 миллисекунд, подточил щупы, так как они уже подплавились знатно. Ну, попробую. Прилипает, но не приваривает. Но алюминий мягкий. Но я считаю, что это такого недостаточно. Оно отвалится от вибраций в будущем. Может, это реально плохая затея изначально. Вот, отлетает. Хотя отверстие появляется. Вот здесь вот видно отверстие маленькое. Но я считаю, что это неправильно. Так будет не очень хорошо держаться. Хотя если проварить много таких точек, прям очень много, может и нормально будет. Надо еще поэкспериментировать. Чтобы понять, как оно реально будет, нужно прям взять два элемента. Здесь плюс алюминиевый, а здесь минус. Но я, честно говоря, не знаю, из чего он конкретно сделан. Но вроде бы внутри медь луженая. Попробую сейчас вот так вот совместить и приварить. Меня терзают смутные сомнения. Не варит вообще. Прям совсем даже. 50 миллисекунд. Но это не дело, конечно. Да. Надо что-то думать другое, значит. Это была моя надежда. Я думал, что эта точная сварка сможет приварить алюминиевый вывод, но не получилось. Этот сварочный аппарат заметно лучше моего на трансформаторе от микроволновой печи, который я планирую модернизировать. Я хочу заменить там трансформатор и схему управления. Видео по модернизации точной сварки на трансформаторе от микроволновой печи я сниму обязательно, и оно будет на канале. Когда придет никелевая лента 0,3 мм, то я обязательно соберу мощный литиевый аккумулятор, и с ним можно будет полноценно тестировать эту точную сварку. Так как этот свинцовый аккумулятор может уже уставший и не отдает больших токов, ведь ему уже не 1 год. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайк, если видео понравилось, или дизлайк, если не понравилось. Даже если не планируете покупать этот сварочный аппарат, ведь он довольно дорог, прошу все равно поддержать видео жирным лайком, осознанным комментарием из 5 и более слов, а также репостом в социальных сетях. Это очень помогает продвигать видео и канал в целом. Если будет хорошая обратная связь, то, может, мне пришлют еще что-то на обзор. А ведь это круто. Надеюсь, вы, как и я, также любите щупать какие-то интересные современные ништяки. Спасибо за поддержку, друзья. Увидимся на канале. Всем пока!